Ну что, США наконец-то начинают возвращаться в форму мировых ястребов. Как вы знаете, я такое люблю и считаю, что большая часть мировых проблем началась, когда Америка от роли мирового полицейского отказалась. Это дискуссионная тема, и, очевидно, от такой политики США был негатив, но нас с вами сегодня интересует трансформация Белого дома в контексте войны в Украине. О ней и поговорим. Как вы помните, Трамп и его администрация приходили на волне изоляционизма. Они были полны решимости отовсюду уйти, отдать все Китаю и России, сократить все программы, перестать поддерживать Украину, подружиться с Путиным и все такое. Это была предвыборная кампания Трампа. И это то, что он по сути и пытался делать. Но столкнувшись с реальностью и, конечно, с феерическим Путиным, который плевал каждый раз в протянутую руку, Трамп мир сильно переосмыслил. И теперь его собственные высказывания, как и высказывания его окружения, напоминают лучшие ястребиные республиканские образчики. И даже абсолютно исключительный тупизны алкоголик Хексет, возглавивший Пентагон, который еще в феврале рассказывал, что Европа сама по себе теперь, а США больше не будут ничего делать, в выступлении на днях звучал как какой-нибудь Маккейн. Что происходит с администрацией США и какие реальные действия последуют за, на самом деле, планомерной и понятной сменой риторики и парадигмы? Об этом поговорим сегодня. Давайте начнем с того, чего мы с вами ждем от Америки в ближайшее время, а также что уже сделано. Потому что слова — это хорошо, но войну словами не выиграть. Как ни странно, действия действительно имеются. Во-первых, это инициатива Purell. По ней страны НАТО закупают оружие для Украины, и как раз активнее это делать призвал Пит Хексет накануне. Это важная история, потому что у США есть вещи, которых нет ни у кого. Те же системы ПВО, GMLRS для хаймерсов и многое другое. Деньги у Европы имеются, так что эта схема вполне неплоха, учитывая нынешние реалии, потому что какому-нибудь Элбриджу Колби сложно будет заблокировать коммерческие контракты. И это важная деталь, потому что в поставках тех или иных важен не только сам факт обещания поставок и последующей поставки, но и невозможность их отменить, переосмыслить, перекинуть куда-нибудь. Америка, пытаясь проводить политику изоляционизма под влиянием Элбриджа Колби, который за это отвечает в Пентагоне, и Пита Хексета, который подписывал любые бумаги, потому что несколько раз пыталась прервать поставки в Украину. Более того, даже пыталась отключать те вещи, которые уже были поставлены. Это вызвало невероятный скандал, который в основном был в тени, и про него публично мало говорили. Но самое интересное, что Марко Рубио пришлось буквально ездить по европейским странам и уговаривать их не отказываться от уже подписанных контрактов с Соединенными Штатами. Потому что когда выяснилось, что Соединенные Штаты могут дистанционно в любой момент выключить системы, которые поставили тем или иным армиям, то многие страны, включая какую-нибудь Индию и европейские страны, и даже Канаду, начали раздумывать о том, ага, а нам вообще нужно такое оружие, которое, если Трампу что-то придет в голову, тут же выключится, и мы останемся с голой. И Рубио буквально устраивал турне для того, чтобы убедить всех, что все нормально, все под контролем, такой больше не будет и так далее. И такой действительно почти не было, ну, за редкими исключениями. Поэтому коммерческие контракты гораздо надежнее, чем просто выделение каких-то вещей. Конечно, то, что Соединенные Штаты не поставляют теперь оружие напрямую за свой счет, это снижение возможностей для Украины, снижение ее потенциала. Именно поэтому каждый раз я говорю, что когда мы сейчас, даже сейчас говорим про Трампа, и то, что вот, смотрите, Трамп развернулся, теперь он поддерживает Украину и так далее, я каждый раз напоминаю, что при нормальном американском президенте в Украину бы продолжали поставлять американское оружие за американский счет. И это бы усиливало Украину. При нормальном американском президенте или президентке, которые даже бы проводили политику Байдена, хоть и весьма ограничивающую Украину в применении вооружений, все равно у Украины была бы сейчас более хорошая ситуация на поле боя, потому что все эти негативные моменты, которые есть у российской армии, у российской экономики сейчас, будучи поддержаны серьезными усилиями со стороны украинской армии, привели бы к более скорому окончанию конфликта. И, конечно, то, что Трамп отказался от выделения средств в помощь Украине и украинской армии и прямой передачи вооружений, это большущий минус. Тем не менее, когда мы говорим про Трампа, мы говорим не про то, как могло бы быть при другом президенте, а про то, как планировалось самим Трампом. И Трамп планировал отказаться от всего. И коммерческие контракты, инициатива Purell – это то, что дает гарантии того, что в момент не случится какой-то катастрофы, и даже меняющееся настроение Трампа вряд ли приведет к тому, что эти контракты будут нарушены, потому что это снижает доверие к американской оборонке у контрагентов, а Америка зарабатывает на оружии очень и очень много. Поэтому инициатива Purell, она довольно важная. Другой момент, связанный с ней, заключается в том, что Европа
по факту еще даже не начала форсированную трату средств на оборонное производство. Дело в том, что когда мы говорим про войну в Украине и про тылы, да, которые есть у обеих стран, то, конечно, тыл Украины — это Европа. В том смысле, что именно Европа поставляет большое количество и прямых финансовых вливаний, и покупка оружия, и передача самого оружия. Так вот, у Европы денег много. Экономика Евросоюза и в широком смысле стран НАТО, которые поддерживают Украину, настолько крупнее российской, что это просто несопоставимые какие-то измерения. Другое дело, что Европа не находится в состоянии войны, поэтому они не форсируют свою экономику для военного производства, в отличие от той же России. Поэтому на самом деле у Европы еще куча возможностей для того, чтобы финансировать Украину. Просто пока она не хочет включать этот турбофорсажный режим. Более того, есть конфискованные российские активы, точнее не конфискованные, а замороженные. И вот на этой разнице уже почти 4 года идет дискуссия вокруг того, что с ними можно и чего нельзя сделать. И Трамп как бы подталкивает Европу к тому, чтобы они эти активы использовали для вооружения Украины, для помощи Украины. И Трамп, не благодаря нему, а вопреки ему, из-за его действий Европа была вынуждена и нарастить собственную оборонку, и выделять больше средств для поддержки Украины, и всерьез начать обсуждать передачу замороженных активов. И в итоге это и станет тем потоком, который сможет помочь Украине держаться не просто там с горизонтом полгода, а иметь устойчивый тыл на много лет вперед, что должно, в свою очередь, убедить Владимира Путина, что войну надо останавливать, потому что не переждет, не пересидит, так как стратегия Владимира Путина заключается в том, чтобы продолжать давить, и рано или поздно Украина рухнет сама. Но устойчивость России тоже достаточно недолговечно, особенно сейчас. И поэтому, чем на более долгий срок будут те или иные гарантии, контракты и так далее, тем больше Путин будет понимать, что у него не получится переждать краха Украины, и что заканчивать войну нужно здесь и сейчас. Поэтому инициатива Purell — это настоящая рабочая инициатива. Более того, Пит Хексет накануне призвал увеличивать вливание Европы по этой инициативе, что Америка готова производить и продавать оружие странам НАТО, которые передадут это Украине. Так что это важнейшая инициатива, которая изменила во многом правила игры и дала четкий канал, по которому американское оружие может поставляться в Украину, потому что, если вы вспомните, еще полгода назад обсуждалось, что Америка вообще никак не будет ничего поставлять Украине, и есть номенклатура вооружений, которую заменить просто нечем. Во-вторых, это данные для нанесения ударов. США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим и топливным объектам, сообщила Financial Times. Точнее, они называют топливные объекты энергетическими, что не совсем правильно, поэтому речь идет, конечно, про НПЗ. Financial Times написала об этом со ссылкой на нескольких американских и украинских чиновников. По их словам, это часть скоординированных усилий, направленных на ослабление российской экономики и принуждение Владимира Путина к переговорам с Киевом, настоящим переговорам. Разведданные, которыми Вашингтон делится с Киевом, позволили наносить удары по ключевым российским активам, включая нефтеперерабатывающие заводы, расположенные далеко за линией фронта, сообщили несколько украинских и американских источников, знакомых с ходом кампании. По данным Financial Times, разворот в политике Белого дома произошел после телефонного разговора между Трампом и Владимиром Зеленским в июле. Во время беседы президент США спросил, сможет ли Украина ударить по Москве, если Вашингтон предоставит ей дальнобойное оружие. По словам двух осведомленных источников, Трамп выразил поддержку стратегии, которая должна заставить россиян почувствовать боль и вынудить Кремль сесть за стол переговоров. Позднее Белый дом заявил, что Трамп лишь задал вопрос, а не призывал к дальнейшему кровопролитию. Вскоре после июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, по словам 4 источников, знакомых с украинской программой дальнобойных ударов с помощью дронов, США начали передавать Киеву разведданные с новым уровнем детализации. Эта информация позволила украинской стороне точнее определять расположение российских систем противовоздушной обороны и прокладывать маршруты ударов, пишет Financial Times. Американская разведка помогает Киеву определять маршруты, высоту, время и тактику выполнения заданий, что позволяет украинским дальнобойным беспилотникам «Камикадзе» обходить российские системы ПВО, сообщили источники FT. 3 человека, знакомые с ходом операции, заявили, что Вашингтон тесно участвует на всех этапах планирования. Один из американских чиновников отметил, что Украина самостоятельно выбирает цели для дальних ударов, а США предоставляют разведданные об уязвимостях объекта. Однако другие участники и информированные источники утверждают, что Вашингтон также определяет приоритетные цели для украинской стороны.
Один из них охарактеризовал украинские ударные дроны как инструмент США для подрыва российской экономики и давления на Путина с целью вынудить его к переговорам. На брифинге в Киеве Зеленский отказался комментировать роль американской разведки в глубинных ударах по России, но отметил, что Украина работает с разведслужбами США прежде всего для собственной обороны, имея в виду использование систем ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T, предоставленных западными партнерами. Последние успехи Украины в нанесении дальних ударов по России Зеленский объяснил технологическим совершенствованием беспилотников и ростом их производства. Украина планирует увеличить количество и географию ударов по России, сообщили ФТ в Службе безопасности Украины. Ранее не раскрывавшаяся поддержка Киева со стороны Вашингтона усилилась с середины лета и сыграла решающую роль в осуществлении атак, которые администрация Джозефа Байдена ранее не одобряла. Интенсивность ударов по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам резко возросла в августе и сентябре. По данным исследовательской группы Energy Aspects, удары были нанесены как минимум по 16 из 38 российских НПЗ, некоторые из них подвергались атакам неоднократно. Это нарушило переработку свыше 1 миллиона баррелей нефти в сутки. Недовольство Трампа Путиным после саммита на Аляске, где российский лидер был встречен с почестями, но переговоры не дали ощутимых результатов, стало одним из факторов, повлиявших на решение президента США поддержать более глубокие удары по России, сообщили источники Financial Times. Тут надо сделать несколько оговорок. Оговорка первая. Это не просто помощь данными. Когда говорим про НПЗ, да, неоднократно мы обсуждали, что, в принципе, НПЗ стоит на одном месте, что там, чем помогать. Тут важно перемещение российских систем противовоздушной обороны и маршруты подлета к этим НПЗ, потому что у России огромная территория и весьма ограниченное количество систем противовоздушной обороны. Именно поэтому она их тасует постоянно, и как раз детализация, которую дают Соединенные Штаты, позволяет наиболее эффективно наносить удары, когда видят, что вот здесь ПВО не стоит, или вот здесь оно слабое, вот здесь надо облететь и так далее. Это очень полезно. Но второе, что более важно, предыдущая администрация Джозефа Байдена, не просто не давала такую информацию. Она просила Украину этого не делать. Просила не бить по нефтеперерабатывающим заводам. Официально это никогда не признавалось. Намеки были у Владимира Зеленского, ну а также мы знаем из изданий, что Джозеф Байден опасался, что удары по НПЗ повысят цены на нефть и на бензин. Это не так, это работает по-другому. Наоборот, даже оно работает, потому что, собственно, удары по нефтеперерабатывающим заводам выбивают у России мощности по производству бензина, и, соответственно, Россия больше продает сырой нефти. Поэтому, наоборот, это цены на нефть снижает. Но по тем или иным причинам Джозеф Байден выступал против таких ударов. Поэтому администрация Трампа получает, что называется, очки не только за то, что они помогают эти удары наносить, но и за то, что они никаким образом не выступают против самого факта нанесения этих ударов. Поэтому да, это безусловно мы записываем в плюс команде Трампа. В-третьих, это давление на Индию. Как вы помните, Трамп увеличил пошлины для этой страны на 25% за покупку российской нефти. То есть он увеличил на 25%, а потом еще на 25% именно за покупку российской нефти. Многие тогда посчитали, что это просто трюк для того, чтобы выбить для США условия получше в переговорах с Индией. Но дальнейшие события показали, что это не так. США в переговорах с Индией настаивали, что отказ от российской нефти – ключевое условие, без которого никаких договоренностей быть не может. Индия пока не отказалась от этих закупок. Но вчера Трамп сказал, что договоренность достигнута. Он сказал, Трамп, Моди заверил меня, что не будет закупок нефти в России. Я не знаю, может быть, это сенсационная новость, как вы считаете? Не будет нефти, он не будет покупать нефть в России, он не может это сделать немедленно, это будет некоторый процесс, но этот процесс скоро закончится. Все, чего мы хотим от президента Путина, это прекратить убийство украинцев и прекратить убийство россиян, потому что он убивает многих россиян. Опять же, ему это не к лицу, эту войну он должен был выиграть за неделю. Его так называемая военная машина не выглядит хорошо. Мы были недовольны тем, что Моди покупал нефть в России, потому что это помогает России продолжать эту нелепую войну, где они потеряли 1,5 миллиона человек. Россия потеряла 1,5 миллиона человек. И сегодня он, Моди, заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это большой шаг. Теперь мы должны заставить Китай сделать то же самое, сказал Трамп. Так это или нет, мне сказать сложно. Однако некоторые индийские нефтеперерабатывающие компании готовятся к сокращению импорта российской нефти, сообщили Рейтер 3 источника, знакомых с ситуацией. Индийские чиновники сейчас находятся в Вашингтоне для проведения торговых переговоров, связанных с введением летом американских пошлин на индийские товары, пишет Рейтер. С помощью пошлин Вашингтон пытается в том числе заставить Нью-Дели сократить импорт российской нефти. Сокращение закупок российского сырья станет ключевым условием снижения пошлин и заключения торгового соглашения между странами, сообщили участвующие в переговорах американские официальные лица. МИД Индии официально заявил, что для страны остаются ключевыми две цели – обеспечение стабильных цен на энергоносители и безопасность поставок. Наш неизменный приоритет – защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации. Политика импорта полностью определяется этой задачей, говорится в заявлении. То есть в заявлении МИДа
информация, не упоминается высказывание Трампа о закупках российской нефти, но и не отрицается то, что он сказал. Однако ведомство отметило, что Нью-Дели ведет переговоры о расширении энергетического сотрудничества с Соединенными Штатами. Текущее американское руководство проявляет интерес к углублению сотрудничества с Индией в энергетической сфере. Обсуждения продолжаются, заявил официальный представитель МИДа Индии Рандхир Джайсвал. В целом, я бы сказал, что это дипломатическое подтверждение того, что сказал Трамп, как минимум частично. Индийские НПЗ ожидают постепенного снижения закупок российской нефти, сообщили 3 источника Рейтер. При этом представители индийских нефтеперерабатывающих компаний пока не получали официальных указаний правительства о прекращении закупок российской нефти. Источники Рейтер сообщили, что немедленно отказаться от этих закупок будет сложно. Резкий переход на другие сорта может привести к росту мировых цен на нефть и усилить инфляционное давление. С апреля по сентябрь Индия импортировала 1,75 миллионов баррелей российской нефти в сутки. При этом доля России в общем объеме закупок страны снизилась до около 36% против 40% за аналогичный период прошлого года, показывает данные правительства. Импорт нефти из США в Индию за этот период вырос на 6,8% в годовом выражении и составил примерно 213 тысяч баррелей в сутки, что соответствует 4,3% от общего объема закупок. Доля нефти из стран Ближнего Востока с марта по сентябрь 2025 года увеличилась до 45% против 42% годом ранее, свидетельствуют данные. Так что подождем пару дней, а то и недель, чтобы понять, насколько это реально. В целом, ключевая здесь проблема – это замещение российской нефти, потому что и поэтому здесь нужна еще одна деталь пазла, а именно нефть. Таких источников может быть 2 – это Иран и Венесуэла. Как вы знаете, с Ираном ведутся переговоры, чтобы они заключили сделку с Соединенными Штатами. На Иран оказывается давление. И если Иран заключит сделку с Соединенными Штатами, то могут быть сняты санкции с иранской нефти, она хлынет на рынок, сильно обвалит цены на нефть и вполне себе сможет заместить российскую нефть, в том числе и в Индии. Второе – это Венесуэла, которая обладает одними из самых больших запасов нефти в мире. И, скажем так, там мирное решение со стороны Соединенных Штатов представляется мне весьма маловероятным. И я думаю, что в ближайшее время, прям в ближайшее, мы увидим военную операцию Венесуэлы. Так это или нет, узнаем скоро. Но если я правильно понимаю, что происходит в США, если я правильно понимаю, как администрация Трампа видит венесуэльскую проблему, она существует, это отдельный разговор, я не специалист по этому региону, но погружен немножечко в, скажем так, проблемы, связанные с Венесуэлой у Соединенных Штатов. Мне кажется, что там будет какая-то заварушка, большая или не очень, зависит от того, как пойдет. Но, опять же, для нас здесь главное, что нужен источник нефти. Этих источников 2 есть, они могут полностью заменить российскую нефть. И, собственно, посмотрим, удастся ли достичь каких-то подвижек в этом направлении. Индия, как мы видим, выражает готовность к тому, чтобы отказаться от российской нефти, если у нее будет приемлемая альтернатива. Но это тоже давление американской администрации, серьезное давление, которого не было у, собственно, предыдущей администрации. Теперь давайте к тому, что Америка обещает сделать в ближайшее время. Ну, точнее будет сказать, чего от нее ждут. Конечно, в первую очередь речь идет о томагавках. Вообще, томагавки – серьезная вещь. У них дальность 2500 километров. Ничего подобного США Украине еще не поставляли. Те же атакамсы, они там от 300 до 500 километров. Это существенно расширит список целей, по которым ВСУ смогут наносить удары. Другой вопрос, что много этих ракет, конечно, не дадут. Но это важный символический шаг. Первый, который будет намного сильнее с точки зрения военной поддержки, чем то, что делалось при администрации Байдена. Ну и буквально сегодня стало известно об еще одной инициативе, если это правда. Но пока со звездочкой, потому что это никто еще не анонсировал. Телеграф пишет, что Трамп хочет создать фонд победы Украины. Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту подготовить план создания специального фонда поддержки Украины, который будет финансироваться за счет доходов от пошлин в отношении Китая. Об этом говорится в публикации британской газеты Телеграф в четверг, накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Официально в Белом доме пока не подтверждали работу над созданием фонда, который в публикации назван Фондом победы Украины. Газета со ссылкой на источники утверждает, что Бессент должен представить европейским коллегам план еще до встречи Зеленского с Трампом, запланированной на пятницу. Как пишет Телеграф, план предусматривает введение 500% пошлин на импорт из Китая, если он не прекратит импортировать российскую нефть. Доходы от этих пошлин должны пойти в Фонд победы Украины на закупку оружия для Киева. Технические детали этого плана пока неизвестны. На данный момент Трамп объявил о введении с 1 ноября 100% пошлин в отношении Китая, связав их, однако, не с закупками российской нефти, а с введенными властями КНР мерами в сфере торговли. Поэтому что это за план? Как он будет выглядеть? Большой вопрос. Существует ли он? Тоже большой вопрос. Но если это будет, если реально Трамп создаст какой-то фонд помощи Украине,
финансовый, и будет Америка финансировать покупку оружия Украине, я найду кепку мага и запишу в ней видос. Ну, потому что это, что называется, последний бастион, да, который отличает нынешнюю администрацию США от прошлой администрации в худшую сторону с точки зрения поддержки Украины. Здесь я хочу снова оговориться, что все перечисленное не делает Трампа хорошим. Я все еще считаю, что просто абсолютно, и что много месяцев было потрачено впустую. И более того, то, что он делает во внутренней политике, просто караул. То, что он делает во внешней политике, тоже зачастую караул. Поэтому у меня не поменялось отношение к Дональду Трампу, но, как я и говорил ранее, меня интересует в контексте Дональда Трампа только поддержка Украины, что будет с Америкой, и это дела американцев, сами выбрали, сами расхлебываете. Я, конечно, тоже американец, но как бы меня все равно мало волнует, что именно там будет происходить. Поэтому, если Дональд Трамп будет действительно не словом, а делом поддерживать Украину и дальше продолжать давить на Россию, потому что все, что я перечислил выше, безусловно, является мерами давления, и это приведет к окончанию войны на приемлемых для Украины условиях, пожалуйста, хоть Нобелевская премия мира, хоть я могу шоколадную медаль от себя лично Трампу отправить, никаких проблем с этим не будет. Но, короче говоря, подбиваю черту под всем, что было выше, действие есть, план есть, настрой есть. Но важно, почему так произошло? Потому что мы же помним, что Трамп был большим фанатом Владимира Путина, ненавидел Владимира Зеленского и вообще настраивался на то, что Америка вообще откажется от любых обязательств помощи не только Украине, но и Европе в целом. Конечно, если вы смотрите мои видео, то вы знаете ответ на этот вопрос. После встречи в Анкоридже, да и до нее я рассказывал вам, что все неправильно поняли. И никакой победы Путина на встрече с Анкориджем в видео после Анкориджа не было. Ровно наоборот. Встреча прошла ужасно. А Трамп, говорил я, к середине сентября снова начнет давление на Россию. Промахнулся я на неделю. Это началось не в середине, но в 20-х числах сентября, но все равно. Однако я простой блогер. Что с меня взять? Поэтому давайте прочитаем объяснение от издания «Политику», которое со ссылкой на 1000 источников пришло к тем же выводом, что я в своем видео раньше, после Анкориджа и в видео до Анкориджа, когда я говорил, что позиция Трампа изменилась, вы просто этого не замечаете. Но, тем не менее, там есть интересные детали, которые основаны на источниках, которые говорят про некоторые нюансы и кто еще повлиял на Трампа. Я не во всем согласен с тем, что описывается в этой публикации, ну, не как факт, а как мнение. Там есть какие-то разделы. Например, они говорят, что там во время встречи Трампа с Путиным в Анкоридже еще было непонятно, за кого Трамп. Мне было понятно. Ну, то есть, типа, я выводы сделал достаточно быстро, просто посмотрев протокол этой встречи. Но неважно. Возможно, это для драматического эффекта статьи. Плюс это сыграло в плюс. Я не знаю, помните вы или нет, но в том видосе после Анкориджа я говорил, что то, что все говорят, что Трамп выглядел полным и что Путин его повозил по столу, разозлит Трампа еще сильнее, и он еще сильнее будет ненавидеть Путина. И если верить публикации «Политику», ровно так и произошло. Но давайте, что я ее все анонсирую, давайте посмотрим на этот текст, как Зеленский Трампа очаровал, а Путин довел до ручки. Вот публикация «Политику». Несмотря на массированные российские удары по энергетической системе Украины, в Киеве постепенно распространяется убеждение, что конец войны может быть уже не за горами. В столице надеются, что к весне или лету президент России Владимир Путин будет вынужден серьезно задуматься о переговорах, и разговоры о возможном окончании войны в следующем году уже звучат все громче. Во время недавнего закрытого заседания парламента с депутатами партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский допустил, что нынешнее наступление России на востоке страны вполне может быть ее последней крупной сухопутной операцией в этом конфликте, рассказали присутствующие. Конечно, стране предстоит пережить еще одну тяжелую зиму, но, по словам Зеленского, к тому времени может появиться реальная возможность перемирия, хотя это будет непросто. Чтобы это стало возможным, Россия должна испытать еще больше экономическое и военное давление, чтобы Путин понял, единственный логичный исход для него – переговоры, настоящие. А продолжение войны не принесет никаких выгод, а лишь истощит Россию. К счастью, после успешного посредничества в прекращении огня в Газе, Трамп, похоже, намерен добиться остановки войны в Украине и добавить себе еще одно достижение, которым можно будет похвастаться перед членами Нобелевского комитета мира. Именно это, как убедить Путина прекратить войну и как помочь Украине выдержать российские удары по инфраструктуре зимой, обсуждала в Вашингтоне высокопоставленная украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком и премьер-министром Юлией Свириденко. А в пятницу Зеленский вновь встретится с Трампом в Белом доме, и на этот раз в Киеве ощущают, что ситуация может повернуться в их пользу. Во время своего часового выступления в Кнессете в понедельник президент США ясно дал понять, что намерен сосредоточить усилия на прекращении войны между Украиной и Россией. Было бы замечательно, если бы мы смогли заключить мирное соглашение, но с Ираном имеется в виду. Но сначала нам нужно разобраться с Россией, сказал он израильским депутатам. Для человека, который когда-то обвинял Зеленского в развязывании
конфликта, теперь это уже война Путина. В прошлом месяце Трамп даже назвал Россию агрессором. Именно такие заявления воодушевляют Киев, и Зеленский не замедлил ответить. «Мы работаем над тем, чтобы День мира настал и для Украины. Российская агрессия остается последним глобальным источником дестабилизации. Если на Ближнем Востоке удалось достичь перемирия и мира, значит, решимость мировых лидеров может сработать и для нас», написал он в соцсетях. Однако осторожный оптимизм Киева появился еще до речи Трампа в Кнессете. Постепенно, но уверенно, Трамп и Зеленский стали ближе, чем кто-либо мог предположить в феврале после их бурной встречи в овальном кабинете, которую многие сочли ловушкой. «У тебя плохие позиции, у тебя нет карт на руках!» — крикнул тогда Трамп Зеленскому. И в августе ситуация выглядела не лучше, когда Трамп встретил Путина на взлетной полосе бывшей военной базе времен Холодной войны недалеко от Анкориджа для саммита, который держал в напряжении украинских и европейских лидеров. Вот тут я сделаю оговорку, что, на мой взгляд, это произошло все раньше. Это произошло во время саммита НАТО. Когда Трамп приехал на саммит НАТО, уже тогда была очевидна трансформация его позиции и то, что она последует. То есть для меня изменение позиции Трампа не выглядит чем-то случайным и неожиданным. Она постепенно менялась. И постепенно менялась с момента, вот главный момент, который я бы выделил, это отправка на переговоры в Стамбул России Мединского. Когда они это сделали, Рубио, который прилетел в Стамбул, не стал встречаться с российской делегацией, хотя это было в планах. И, собственно, бравада Владимира Путина и его нежелание хотя бы симулировать добросовестные переговоры тогда начало менять мнение Трампа. Про это я тоже тогда записывал видео. Дальше на саммите НАТО это все усилилось. А встреча в Анкоридже показала Трампу, что с Путиным невозможно разговаривать, потому что у него было убеждение, что если он лично встретится с Путиным, он сможет добиться прогресса. В Анкоридже для него стало очевидно, что это не так. И когда, значит, все смотрели на вот эту пресс-конференцию, такие, вот, Путин улыбается, то, что отменили обед, то, что отменили дальнейшие расширенные переговоры, для меня, понимающего, что для американцев вот формализм, да, от костюмов до обеда совместного, это важнейший приоритет, было очевидно, что это был полный провал, и что это был полный провал с точки зрения Трампа тоже. Но вернемся к публикации «Политику». Все наблюдали, пишет «Политику», как Трамп приветствует российского правителя, оживленно и дружелюбно беседует с ним на красной дорожке и приглашает свой президентский лимузин, чтобы вместе доехать до места саммита. Путин тогда имел все основания для улыбки, считает «Политику». Ему удалось добиться встречи, несмотря на международный ордер на арест за военные преступления, и быть встреченным на американской земле как друг, а не как глава государства-изгоя, развязавшего войну против суверенной страны. Причем без каких-либо уступок или обязательств по прекращению огня. Он покинул Аляску, не дав обещания о перемирии, несмотря на заявление Трампа, будто Путин якобы хочет спасти тысячи жизней. С тех пор Путин не проявлял ни малейшего сочувствия к человеческим потерям, а продолжающиеся удары по гражданским объектам в Украине, как объяснил один из республиканских советников по внешней политике в разговоре с «Политику», сильно повлияли на позицию Трампа. Трампу нужно было время, чтобы понять, кто такой Путин на самом деле. Кроме того, освещение саммита в СМИ как триумфа Путина разозлило Трампа, добавил источник, как мы с вами и предполагали. Российский лидер, уверенный, что ему просто нужно переждать Запад, переоценил свои возможности, ничего не предложив Трампу в Анкоридже и после тоже. Тем временем европейские лидеры, которых Трамп уважает, продолжили работу над исправлением последствий скандала в овальном кабинете. Среди них источник называет премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стуба и генерального секретаря НАТО Марка Рюте, а также советника Стармера по нацбезопасности Джонатана Пауэлла. Важную роль сыграл и король Великобритании Чарльз, который, по словам источника, сказал Трампу, что Украина – великая страна, и это серьезно изменило его мнение о ней. Советник также отметил, что и сам Зеленский много сделал для выстраивания отношений с Трампом, стараясь быть максимально осторожным в формулировках. Нужно понимать, что с начала войны Зеленский и Ермак привыкли, что к ним относятся как к звездам мировой сцены. А тут появляется Трамп и говорит, здесь место только для одной дивы – меня. Вот почему и случился взрыв в овальном кабинете, предполагает «Политику». Подтверждением тому стали все более теплые встречи с Трампом, самая дружная из которых прошла на полях Генассамблеи ООН в прошлом месяце, где Трамп назвал Зеленского смелым человеком. «Мы очень уважаем ту борьбу, которую ведет Украина», — сказал он. «Это действительно впечатляет». После этой встречи Трамп удивил даже самого Зеленского, заявив, что Украина может вернуть все территории, потерянные в войне с Россией. Это заявление стало неожиданностью и для некоторых советников Трампа, ведь еще месяцем ранее Вашингтон настаивал, что ради мира Украине, возможно, придется уступить часть земель.
цель. На изменение позиции Трампа повлияли и другие факторы. По словам другого республиканского советника по внешней политике, пожелавшего сохранить анонимность, среди них визит Путина и Ким Чен Ына в Китай в прошлом месяце. «Передавайте мой теплый привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы там вместе замышляете против Соединенных Штатов Америки», язвительно написал тогда Трамп на своей платформе Truth Social. «Лучший способ отомстить Путину – это хвалить Зеленского», пояснил советник. Именно так Трамп это воспринимает. А еще дальше усилить поддержку Украины. В этом направлении Вашингтон недавно расширил обмен разведданными с украинскими силами, чтобы помочь им наносить дальнобойные удары по энергетическим объектам в глубине России, приближая войну к домам обычных россиян, пишет Политику. А кроме того, обсуждение возможной поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» призвано напугать Кремль, хотя риск эскалации, скорее всего, удержит Трампа от этого шага, пишет Политика. Я так не считаю, «Томагавки» будут переданы. В целом, карты действительно начинают складываться в пользу Зеленского, делают вывод Политику. Украинские чиновники и их сторонники в США надеются, что так будет и дальше, хотя признают, с Трампом нельзя быть уверенным ни в чем. Как он поведет себя, если Путин останется упрямым? Тем не менее, несмотря на всю непредсказуемость, нынешний Трамп украинцев устраивает куда больше, чем тот февральский. Как, конечно, и меня. Как вы видите, международные журналисты все еще слабы в анализе, и им еще придется увидеть, что значит, они в очередной раз неправы про те же томагавки, а мы с вами правы. Но мы люди простые, что с нас взять? Мы будем продолжать обсуждать то, что происходит, для того, чтобы понимать, что будет дальше и что мы можем сделать прямо сейчас. Спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, как вам эта колонка. Ну, а следующее, наверное, видео какое-то про Трампа, если он продолжит действовать в том же форматоре, ну, реально кепку мага найду. У меня есть американский флаг, если честно, но это не совсем американский флаг. Ну, неважно. Короче, может, покажу в следующем видео. Пишите в комментариях, если интересно. До скорых встреч, всего доброго. Пока.